Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада вас приветствовать на моем канале «Мир рукоделия и творчества, вязания и пряжи». Меня зовут Елена. Сегодня я хочу вам рассказать и поделиться своими планами. Это будет небольшой влог. Я покажу, что мы будем с вами вязать на канале и какой мастер-класс я готовлю на этой неделе, который в ближайшее время выйдет и будет опубликован на канале «Мир рукоделия и творчества». Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Если у вас не включен колокольчик, вам не придет уведомление о том, что на моем канале вышел мастер-класс, либо какое-нибудь интересное и познавательное видео. Как я и обещала в предыдущем видео, я на этой неделе снимаю мастер-класс по вязанию шапочки спицами. На канале нет еще ни одной работы, ни одного мастер-класса, где мы с вами вяжем вместе что-нибудь спицами. Вязать будем авантюру, шапочку. Вот такую пряжу я выбрала из наличия. У меня в наличии 5 мотков пряжи. Вязать я буду спицами, узор и я уже подобрала. Вскоре вам покажу подробный мастер-класс по вязанию от начала и до конца. Если вы хотите присоединиться к вязанию, то тоже можете уже подобрать пряжу. У меня пряжа Ланоса Мин. Это турецкая пряжа. Цвет пряжи 137. Какао. И вязать я шапочку буду для себя, буду носить с шубой, которую вы видите на фото. Метраж у пряжи 50 грамм, 145 метров. Спицы номер 5 миллиметров, но я хочу взять поменьше размер спиц. И здесь у этой пряжи интересный состав. Хочу вам тоже его показать. Это 38% шерсть мериноса, 38% акрил, 18% полиэстер и 6% пайетки. Пряжа с пайетками. Если у меня останется пряжа, то я, может быть, свяжу себе шарфик или снуд. Посмотрим. Все, я вам сделаю подробный мастер-класс. Он уже у меня находится на стадии разработки. Я его снимаю. И весь процесс я хочу разместить в одном видео. Не делать, как обычно, я делаю в нескольких частях. Далее, значит, я хочу вам сразу же рассказать о новом проекте, который стартует в конце декабря. Возможно, мы будем вязать с вами его на новогодних каникулах, новогодние праздники. Я уже тоже вам ранее показывала, что я вязала из пряжи секционного окрашивания. Это была новинка у меня. Я еще раньше ее никогда не покупала, не заказывала и ничего из нее не вязала. Связалась вот у меня такая туника. На нее я сделаю обзор. Покажу, каким образом она выглядит. Это пряжа от торговой марки Янарт. Название пряжи Flowers. И вот цвет пряжи у меня был 251 колор. На тунику с рукавом, где-то линия рукава заканчивается вот в этом месте. Она связана по принципу летучей мыши, но так как у меня было всего лишь одна упаковка пряжи, то у меня хватило только вот на такую модель. И сейчас я уже примерно знаю, сколько мотков пряжи уйдет на конкретную модель. Могу примерно сделать расчеты. Размер у меня 48-50. Это 42-44 европейский, 48-50 российский. То есть вот таким образом выглядит 251 цвет, переходы цвета. И в этот раз я заказала в интернет-магазине
Мир рукоделия и творчества пряжу для вязания туники, либо можно связать кофточку, топ. Так как пряжа мне очень понравилась, я решила ее повторить. На этот раз я выбрала вот такой вот цвет пряжи. Пряжа Flowers от Yarnart. Метраж у пряжи 250 грамм, 1000 метров. Состав 50% хлопок, 45% полиакрил. В упаковке всего лишь 2 мотка. И это, я считаю, идеальная. Цена, конечно, у пряжи не очень такая, даже не средняя, сказала бы, она дороговато стоит. Но так как мне понравилось вязать и окрашивание пряжи, переходы цвета из одного в другой, решила я еще раз попробовать и связать из нее вот такую тунику, которую я вам показывала на фото. Все схемы при вязании я буду публиковать во вкладке сообщества, и вы можете их распечатывать и уже вязать по моему мастер-классу и по схеме. А для новичков, для начинающих рукодельниц-вязальщиц я буду все подробно рассказывать и показывать, каким образом вяжется туника, кофточка, которую видите на фото. Проект стартует либо в конце декабря 2019 года, либо в новогодние каникулы мы с вами приступим к вязанию. Также так как не все пряжи бывают в наличии на складе, я еще про запас, как говорится, заказала вот такой цвет пряжи. Это номер цвета 276. Если вам понравился цвет, то вы можете тоже приобрести эту пряжу в таком цветовом решении. Здесь уже очень нежные переходы из одного цвета в другой. Цвет мокрого асфальта серый, фиолетовый, сиреневый. Сиреневый переходит в розовый. А розовый переходит, вот здесь вот, если достать ниточку, такой бледно-розовый, пастельный розовый цвет. Так, пепельная роза, скорее всего, цвет называется. Вот такое нежное сочетание цвета. Это для тех людей, кто не любит яркие цвета, любит пастельные, приглушенные, то присмотритесь к этому цвету номер 276. На такую тунику до 54 размера должно хватить 2 мотка пряжи. Ну, на худеньких девушек и девочек, конечно же, хватит 1 мотка. Также эту тунику можно связать для женщины, для молодой девушки, молодой женщины и ребенку. А я буду вязать вот использовать цвет 282. Здесь какое сочетание цвета? Черный переходит в серый, цвет мокрого асфальта, далее смешивается с красным, с нитью красного цвета, красный смешивается с нитью розового персикового цвета, розово-персиковый, и уже персиковый цвет переходит в цвет, он не совсем белый, скорее всего, вот такой вот он молочный, цвет мороженого, либо топленых сливок. Так вот, если присмотреться. То есть тоже интересное сочетание цвета. И вязать я буду крючком номер 2,5. Это сейчас мой любимый крючок. Название крючка Clover Amour. Страна производства Япония. Очень люблю эти крючки.
Все ссылки на пряжу и инструменты для вязания вы можете посмотреть в инфобоксе, в описании под видео. Проходите по ссылочкам и смотрите, выбирайте пряжу. Также можно рассмотреть более экономичный вариант пряжи. Это Alize Diva, тоже прекрасная пряжа. У нее длинные секции, пряжа секционного окрашивания. Это Diva Batik Design. 100% микрофибра акрил. Производитель рекомендует использовать крючок номер 1-3, спицы 2,5-3,5. Номер цвета вот здесь вот у меня 3241. Карта цветов у этой пряжи очень разнообразная. И вы можете себе подобрать любой цвет этой пряжи. Тоже все ссылки имеются в описании под видео. Также можно связать тунику из пряжи однотонного окрашивания. Фото, каким образом будет выглядеть туника, вы тоже можете посмотреть по ходу просмотра этого видео. Я буду вязать из пряжи секционного окрашивания, но если вы не любите поперечные полосы, переходы, любите однотонные цвета, то можете выбрать пряжу, вот, например, Alize Diva однотонного окрашивания, либо также подойдет пряжа Bella, Alize Bella и Bella Batik. Это 100% хлопок. Это 100% микрофибра, а также можно связать тунику из пряжи Alize Bella. И секционного окрашивания Bella Batik. Тоже будет прекрасно смотреться данная модель из той пряжи, которую сейчас вам порекомендовала. Все цвета вот на эту пряжу, которые есть у производителя, я вам тоже покажу. Вы можете посмотреть и уже выбрать свой цвет. Значит, пока время есть, вы можете определиться с выбором пряжи и цвета. И уже скоро на канале мы будем с вами вязать именно вот эту тунику. Надеюсь, процесс вязания будет интересным, увлекательным. И будем мы с вами вязать вместе на канале. От начала и до конца. Я вам покажу, как сделать расчет петель, как перейти на формирование области для вязания рукава и основного полотна тела туники. Ну а мы с вами далее встречаемся на новой работе. Это будет шапочка спицами, и также я постараюсь ежедневно либо через день публиковать на канале мастер-классы по вязанию узоров, которые я нахожу на просторах интернета. И если мне что-либо понравится, то я буду, конечно, проводить и организовывать мастер-классы по вязанию тех работ, которые мне захочется связать для себя. Так как на продажу я и не вяжу, заказы не принимаю, у меня очень много работы. Вязание — это мое хобби, мое увлечение, как говорится, для души. Вяжу я для души, для себя, для семьи. И на канале будем вязать те работы, которые я бы хотела сама носить и связать. И также буду показывать мастер-классы, обучающие видеоуроки для начинающих рукодельниц. Может быть, все будет подробно и понятно, и вы некоторые модели сами сможете связать без моего участия, воспользовавшись схемой узора и видеообучающим уроком по вязанию. Я надеюсь, что все мастер-классы для вас понятны, полезны и интересны. Жду вас каждый день на моем канале. Подписывайтесь в группы, подписывайтесь на канал и обязательно включите колокольчик.
Если вы его не включите, то вы пропустите интересную информацию и обучающие видеоуроки. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. И спасибо вам огромное, что смотрите мои видео, просматриваете рекламу, терпите то, что идет трансляция и показ рекламы, и остаетесь со мной. Я вас всех ценю, дорожу вами и рада каждому подписчику. Спасибо, что разделяете и мой интерес к вязанию и следите за моим творчеством. Надеюсь, вам на моем канале интересно. Всем пока-пока. До новых встреч.